Здравствуйте, дорогие друзья! Очередная посылка Китай Алиэкспресс. Вскрываем и смотрим, что у нас внутри. Пришел квадрокоптер 3 в одном. На коробке сразу видно, какими способностями он обладает. А именно, можно использовать как сам квадрокоптер, а также как лодку и машинку на радиоуправлении. Как по мне, так каждый гаджет должен покупаться отдельно, чтобы получить полноценные его возможности, а не квадрик 3 в одном, в котором будет несколько неполноценных функций. Но не будем делать вывод, не испытав их всех. Упаковка достаточно простая, но самое главное, чтобы внутри все было целое. В комплекте идет инструкция, жаль, конечно, не на русском, но и хорошо, что есть английский язык. Думаю, с английским разберется каждый, а если нет, то переводчик вам в помощь. Теперь переходим к комплектующим. Начну с пульта. Выполнен достаточно качественно. Покрыт полностью приятным на ощупь черным ABS пластиком, который не скользит в руках. Не знаю, насколько его хватит, учитывая цену, но он реально смотрится добротно. Вот только присутствует запах гуаши. Пульт оснащен 2 стиками и множеством кнопок. По их назначению пройдемся попозже. С обратной стороны сверху имеется заглушка. В инструкции и описании не нашел ее предназначения. Но имея хороший опыт по использованию радиоуправляемых моделей, делаю вывод, что он предназначен для подключения внешней антенны. Ну а ты что думаешь? Чуть ниже отсек для 3 батареек, типа 3А, для питания самого пульта. Еще в комплекте идет зарядное устройство для аккумулятора квадрокоптера. Подключается через USB разъем и 4 запасные лопасти. Пока будем разбираться с квадрокоптером, поставлю на зарядку аккумуляторные батареи для пульта. Ну а теперь перейдем к самому дрону. Изначально из коробки у нас собрана лодка. Сверху в вертикальном положении закреплен дрон. Простым движением лодка превращается в машинку. Основа дна лодки выполнена из пенопласта, а основа машинки выполнена из пустотелого пластика для легкости конструкции. Конечно, назвать это машинкой очень даже тяжело. Это просто кусок пластика с нарисованным гоночным автомобилем, который должен скользить по ровной поверхности. Дрон в крепежке фиксируется достаточно просто. С небольшим усилием потянув его, и дрон на свободе. Сам дрон достаточно небольшого размера, смотрится симпатично и легко помещается на ладошку. Также по всему периметру дрона присутствует защита пропеллеров, но я бы не советовал ее снимать, так как она дает большое преимущество дрону при столкновении со стенкой. Он не падает, а просто отталкивается. А если у вас нет опыта по пилотированию квадрокоптеров, то поверьте мне, со стенкой вы будете встречаться довольно часто. С одного из боков квадрокоптера присутствует переключатель для включения и отключения дрона. Под ним выступ, который можно открыть и добраться до аккумулятора. Емкость аккумулятора 150 мАч. Общее время полета на полной зарядке 8 минут. Что мне не понравилось, так это как подключается аккумулятор. Это постоянная возня с доставанием аккумулятора на зарядку и установку обратно. Нужно все делать не спеша и аккуратно, так как можно передавить или оторвать случайно провод. Также поставлю аккумулятор на зарядку. Поблизости оказался USB разъем в ноутбуке. Процесс зарядки сопровождается горением красного светодиода. Когда аккумулятор заряжен, диод тухнет. Вроде совсем разобрались, переходим к тестированию. Изначально разберем его как квадрокоптер. Первое, что нужно сделать, это установить дрон на ровную поверхность и включить тумблер. Далее произвести сопряжение пульта и дрона. Для этого включаем пульт. Затем необходимо поднять левый стик до конца вверх, потом до конца вниз. Пульт пикает, а подсветка дрона перестает моргать. Сопряжение произведено. Такие же действия нужно производить для сопряжения в режиме лодка и машинка. Взлетать можно 2 способами. Первый – поднять левый стик вверх, и дрон начнет набирать высоту. Или просто нажать на кнопку автовзлета, и дрон самостоятельно взлетит на высоту около 2 метров. Управление происходит с помощью 2 стиков.
Левый отвечает за набор высоты и поворот, а правый за движение вперед-назад и вращение. Все стандартно. А сейчас пробежимся по кнопкам. Эта кнопка отвечает за возврат на место взлета. Но не рассчитывайте на нее. Это не та ценовая категория дрона, в котором эта функция работает полноценно. Эта кнопка включает, так сказать, безголовный режим. В этом режиме нет значения, где перед и зад. Это самое простое управление. Следующая кнопка отвечает за автовзлет. А это за принудительное отключение двигателей, даже во время полета. Справа все 4 кнопки отвечают за калибровку дрона. Если дрон ведет постоянно в какую-то сторону, то при нажатии соответствующей кнопки он выравнивается. Также еще сверху есть 2 кнопки. Левая отвечает за скорость дрона. Их 3. При нажатии на нее пульт пикает столько раз, в зависимости какая скорость включена. И правая отвечает за флип. Это переворот дрона. Должно быть достаточно места вокруг. Нажимаем на кнопку и с помощью правого стика выбираем, в какую сторону будет происходить переворот. Все достаточно просто. После налета 2-3 аккумуляторов у вас должно все получаться. Управление дроном мне очень понравилось. Квадрокоптер хорошо держит высоту и легок в управлении. В общем, я в восторге. Но он предназначен только для полетов в квартире. А на улице при буквально легком ветерке его сносит. И даже третья скорость не помогает. А сейчас испытание проведу машинки. Берем дрон и фиксируем в рамку переключателем вверх. Устанавливаем на ровную гладкую поверхность и запускаем. Машинка носится очень быстро, даже на первой скорости. Управлять достаточно тяжеловато, так как для нее необходимо больше места. Немного приловчившись, получается гонять по кругу, что соответственно быстро надоест. Кстати, управление происходит только левым стиком вперед, это набор скорости, и правым, это поворот влево и вправо. А остальные положения кнопки не нужны, заднего хода нет. А вот с ковром она совсем не дружит. Следующее испытание будем проводить на воде. Сборка лодки происходит установкой машинки на пенопластовую платформу. Испытания буду проводить в бассейне размером 2 на 2 метра. Управление лодкой аналогично управлению машинки. Скорость набирает достаточно хорошо, даже на первой скорости. Но опять же, для полноценного плавания недостаточно места, нужно постоянно крутиться по кругу. Кстати, это моя первая модель лодки на радиоуправлении. Управление хорошее, мне очень понравилось, много положительных эмоций. На большой воде, к сожалению, лодку не получилось испытать. А ванной вообще просто нет смысла запускать, если только проверить на работоспособность и гонять по прямой. Квадрокоптер хорошо подойдет как первый дрон для набивки руки и вообще понять, что вам больше подходит. Также это отличный подарок ребенку, хотя мы с вами знаем, кто первый будет играться с ним. Ну а теперь в заключение. Как квадрокоптер он себя показал на отлично, учитывая ценовой диапазон. Управлять легко, удерживает позицию неплохо, достаточно много функций. Из недостатков только один, что летать можно только в помещении, хотя это и не назовешь недостатком, а просто особенность конструкции. Режим лодка и машинка решил объединить, так как они по управлению очень похожи и обоим требуется достаточно много места, поэтому для квартиры могут и не подойти. На этом обзор закончен, товар рекомендую. Ссылка на квадрокоптер под видео. Не забываем подписываться на канал. Обязательно ставим лайки. Всем пока.